Всем привет! Хочу показать вам эти два хлеба и спросить, какой из них вам больше нравится. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что вот этот вот высокий хлеб вам нравится больше. И, наверное, вы будете удивлены, если я скажу, что два этих хлеба испечены абсолютно по одному и тому же рецепту, а нюансы только в технике приготовления этого хлеба. Все мы хотим высокого, красивого, пышного, мягкого хлеба на закваске или на дрожжах, неважно, нашего домашнего, пышного, мягкого и душистого хлеба. И не хотим, чтобы он превращался в лепешку. В этом видео я вам расскажу, как это сделать. Простые приемы и советы, как делать хлеб высоким, пышным и ноздреватым. Смотрите обязательно дальше, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если это видео вам полезно, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Я постараюсь ответить на все. Ну а сейчас будем начинать готовить хлеб. Итак, я думаю, что в самое начало этого видео я поставлю результаты. Если вы начали сейчас смотреть, вы наверняка уже видели, что у меня получилось. Я сегодня буду показывать с нестандартного момента, с уже замешанного теста. И сегодня моя задача объяснить вам, как сделать высокий, пышный, красивый хлеб и избежать опадания его после посадки в духовку. И я решила не упрощать себе задачу. Я поняла, что для этого эксперимента мне нужно будет замесить много теста. Я хочу показать вам 4 разных буханки. Поэтому у меня сегодня большой объем теста на килограмм муки. И сегодня я делаю цельнозерновой хлеб, потому что я не хочу так много хлеба из белой муки. У меня сегодня 100% цельнозерновой хлеб. Если вы потом захотите рецепт этого хлеба, пишите мне. Потому что сегодня у меня абсолютно импровизационный рецепт. Я вот замесила, как мне хотелось. И буду печь из этого теста. Сейчас я покажу вам муку. Здесь у меня смесь двух видов муки. Это тонкого помола, цельнозерновая пшеничная, и биомука финского производства, пшеничная, органическая. Недавно я ее купила, неплохая мука, но она грубого достаточно помола, и вот я их смешала. У этой муки белок 11%, у вот этой муки белок 12%. Так что, если вам будет интересен рецепт, пишите в комментариях, я тогда отдельно сниму еще рецепт. Ну и сейчас что мы имеем? У меня большой объем теста, замешанного на килограмме цельнозерновой пшеничной муки. И я буду делить на 4 буханки и каждую выбраживать по-разному, чтобы показать вам вариации, что можно сделать с этим хлебом. Я приготовила миски. У меня будет 4 миски. И я приготовила малярный скотч. Я буду наклеивать на миски номера и подписывать 4 образца, чтобы не перепутать их. Сегодня я буду много говорить о температуре и о времени брожения. И каждый из наших образцов будет выбраживаться по-разному при разной температуре и разное время. Сейчас делю на 4 части. Итак, я подмесила 4 образца и буду давать им разное время выбраживания. Образец номер 1 будет бродить у меня при комнатной температуре, сейчас 25 градусов тепла, в миске в течение 3 часов. А потом я буду ему давать расстойку еще 1,5 часа, тоже при комнатной температуре. Образец номер 2 будет бродить у меня при комнатной температуре 4,5 часа, а потом я буду давать ему расстойку при комнатной температуре 2 часа. Образец номер 3 будет бродить у меня при комнатной температуре 4,5 часа, а потом я поставлю его в холодильник на расстойку на 6 часов в форме. И образец номер 4 будет бродить у меня при комнатной температуре 4,5 часа, а потом я отправлю его на расстойку в холодильник в форме часов на 12, а может быть 15, то есть на ночь и чуть больше, чем на ночь. И я хочу вам показать, что в каждом из этих случаев мы получим. Какое мы получим раскрытие, какой мы получим мякиш, какую мы получим форму буханки, получим или не получим мы гребень в каждом из этих случаев. В общем, смотрите, получайте удовольствие, делайте выводы.
задавайте вопросы. Ну что, вперед! Сейчас я раскладываю эти образцы по мискам, смазываю миски маслом и начинаю процесс брожения. Да, я вам обещала, что я буду много говорить о температуре, поэтому сейчас я ставлю термометр рядом с моими заготовками. Сейчас в комнате у меня 25 градусов, и в этих 25 градусах у меня они все начинают бродить. Еще раз напомню, образец номер 1 у меня бродит 3 часа. Да, я буду делать ему обминки, показывать не буду. Остальные я оставляю бродить на более долгий срок, я вам покажу. Как я уже и говорила, образец номер 1 будет у меня бродить меньше всего времени. Бродил он при комнатной температуре 25 градусов сейчас у меня, и бродил он 3 часа. Сейчас я постараюсь вам показать. То есть я вижу, вот видите, ниточки тянутся, да? Я вижу, что тесто разрыхляется, у него на поверхности появляются пузыри, подъем примерно в 2 раза, то есть если вы помните, какой кусочек теста я положила, подъем примерно, ну, может, чуть меньше, чем в 2 раза, но он происходит. Огромных пузырей я на поверхности пока не вижу. 3 часа брожения при комнатной температуре, и сейчас я буду его формовать и отправлять на расстойку уже. Тесто нежненькое, поэтому я ему сейчас сделаю сначала предформовку. Лишнюю муку убираем и округляем. И оставляю на отлежку на несколько минут. Накрою миской, дам полежать минут 10-15. Так, теперь я заформую хлеб. Подсыпаю немного муки на поверхность и подпыляю поверхность стола. Лишнюю муку убираю, легонечко растягиваю. Обратите внимание, в данном случае пузыри под пальцами не лопаются, ничего не пищит. Если есть пузыри, то они такие единичные. И начинаю формовать. У меня приготовлена расстоечная корзина. Укладываю в корзину. Залепляю шов. Если шов хорошо затянут, здесь уже ничего дорабатывать не надо. Я увидела, что у меня чуть расходится, залепляю. Швом вверх, сыпаю немножко муки на поверхность, накрываю пленкой. И именно этот образец теста я оставлю на расстойку на 1,5 часа при комнатной температуре. Накрываем пакетом, либо пленкой, либо кто-то любит накрывать полотенцем. Это ваш личный выбор. Оставляю при той же самой комнатной температуре, 25 градусов сейчас у меня, на 1,5 часа на расстойку. И напоминаю о том, что примерно за минут 40, а может быть даже и больше, мы начинаем разогревать камень, у кого камень, или казан, или гусятницу, или любую другую посуду, при помощи которой вы печете. Начинайте разогревать заранее, может быть за час, но минут 40 это минимум. И пока я поставила на расстойку образец номер 1, я покажу все остальные. Поскольку тесто у меня абсолютно одинаковое, вела я его абсолютно одинаково при комнатной температуре, при 25 градусах. Все образцы теста сейчас у меня расстаивались 3 часа. Обминала я их одинаково, они выглядят все равнозначно, равноценно. И я их оставляю на расстойку дальше еще на 1,5 часа. У меня прошло еще 1,5 часа брожения 3 моих образцов теста. Давайте на них посмотрим. Ну, вот через 1,5 часа изменилось очень много. Сейчас я резкости добавлю. Вот такие огромные пузыри, огромнейшие просто пузыри. Если постучать, такой глухой звук, очевидно, что тесто все очень пористое и все очень разрыхленное. Сейчас я буду выкладывать, постараюсь показать вам. Смотрите. Так, сейчас, чтобы видно было. Такие нити тянутся. Все тесто очень-очень сильно разрыхлено. Оно прекрасно подошло. Сейчас я буду его формовать. Так,
Еще раз повторюсь, у меня 3 образца теста сейчас прошли брожение 4,5 часа в тепле. Вот такие огромные пузыри. Можно его лопнуть. И сейчас я им выполняю предформовку и дам небольшую отлежку. Та же самая история. Огромные пузыри. Очень хорошо тесто подошло. Очень хорошо. Это 4,5 часа брожения в тепле. Смотрите, какие. Это даже не пузыри, это монстры. Собираю все в серединку. И выполняю округление. Вот, если видно, я думаю, видно, просто монструозных размеров пузыри. И третий экземпляр. Естественно, здесь та же самая история. Вот так, вот пузырь, видите, какой? Просто огроменный. Вот так выглядит выброженное тесто. Вот, видите? Ниточки тянутся. Вот оно выброжено. И я делаю округление третьего. Оставлю на отлежку, прикрою и оставляю на отлежку минут на 15. А в это время я буду выпекать образец номер 1. Если посмотреть, он у меня увеличился примерно в 1,5 раза. Сейчас я буду делать надрез и отправлять его в духовку. Духовка у меня уже греется на 250 градусов. Так, я забыла вам показать одну вещь. Как мы проверяем, подошло ли тесто или нет. Я сейчас прижимаю ямку пальцем, и она быстро расправляется. Это значит, что заготовка у нас еще не дорасстоялась. То есть ее можно расстаивать дальше. Но сейчас я ее буду отправлять печься. Она у меня сейчас не поплыла. Сейчас я сделаю надрез и быстро отправляю ее в духовку. После холодильника, конечно, надрез выполнять гораздо удобнее на холодной заготовке, чем на теплой. Все, выполнила надрез и быстро отправляю в духовку. Буханку номер 1 я отправила печься. А сейчас я заформую 3 оставшихся образца. Когда мы формуем заготовки, я не знаю, говорила я это уже когда-то или нет, но повторюсь, мы никогда не путаем лицо и изнанку заготовки. Шов у нас всегда с одной стороны, верх у нас всегда с другой стороны. Мы и растаиваем в определенном положении, когда-то швом вверх, когда-то швом вниз, по-разному бывает. Но мы ни в коем случае не путаем, где верх, где низ, не переворачиваем. И после предформовки также не путаем верх и низ. Тесто пищит, пузыри лопаются. Я беру расстоечную корзинку и отправляю в нее заготовку швом вверх. Эту заготовку я буду расстаивать в комнате. Это заготовка номер 2. Я буду расстаивать ее в комнате при комнатной температуре еще 2 часа. Засекаем 2 часа. Так, смотрите, что я сделала с этими корзинами. У меня корзины большого диаметра, круглые. Меньших у меня нет, а заготовок у меня 4. 2, которые продолговатые поменьше, я уже заняла. И даже та, из которой я уже вынула заготовку, отправила печься, она сейчас сыроватая из-за теста, поэтому я использую другие корзины. Я в эту корзину под чехол проложила полотенце валиком, чтобы уменьшить ее размер. И буду расстаивать в этих корзинах. Формовку выполняем плотно, чтобы у нас был красивый гребень. Беру заготовку. Отправляю в корзину на расстойку. Такая у меня получилась доработанная корзина. Не знаю, насколько им будет здесь комфортно. Посмотрим. И отправляю этот образец в холодильник. В холодильнике он мне проведет 6 часов. Ну и, наконец, последняя заготовка. И эту заготовку я также отправляю в холодильник
но она проведет в холодильнике 12 часов, то есть я оставлю ее до утра следующего дня. Итак, две вот эти заготовки я отправляю в холодильник. Одну на 6 часов, другую на 12. В холодильнике у меня сейчас температура плюс 5. И при этой температуре они проведут разное время, я их выпеку в разное время и будем смотреть, что из этого получится. Придется печь достаточно поздно ночью, но раз уж я начала эксперимент, значит буду его продолжать, чтобы показать вам результат. Убираю в холодильник. Ну а к заготовке номер 2 мы вернемся через 2 часа. Я достала из духовки образец хлеба номер 1. Сейчас мы его чуть-чуть подробнее рассмотрим. Большое раскрытие до половины буханки. Очень мощно поднялся гребень. Видите, здесь прям 2 сантиметра. Горячая буханка, не могу держать в руках долго. Если посмотрим сбоку, высокий гребень, и вот этот бачок очень интересный, то есть он кругленький. Как бы вам получше показать-то? Горячо пока. То есть бок у нас кругленький, у нас не плоское дно и не растекшаяся лепешка, а кругленький бок. То есть у нас подъемная сила шла с самого низа и поднимала буханку. И в итоге мы получили вот такую пузатую, румяную, очень красивую буханку. Все выводы я сделаю потом, когда мы будем видеть все образцы хлеба. Но вот эта буханка очень красивая, она мне очень нравится. И, на мой взгляд, она очень-очень удачная. Оставляю остывать и будем следить, какие получатся следующие. Сейчас будем сажать в духовку второй образец. Он увеличился раза в 2, а то может быть и больше за эти 2 часа. Посмотрим, что будет с ним. Духовка у меня снова разогрета на те же самые 250 градусов. Все хлеба я буду печь на одном режиме. Это 250 градусов с колпаком. Первые 15 минут. Потом я буду снимать колпак и допекать. Надрезы на всех хлебах я тоже буду делать одинаково, чтобы мы могли потом сравнить. Выполняю надрез. Хорошо он держит форму. И отправляю выпекаться под колпак на 15 минут. Потом буду снимать колпак и допекать при 220 градусах. Я достала второй хлеб, но разница уже видна. Раскрытие у нее вот такое, оно гораздо меньше. Гребешок есть, но не очень большой, пониже, чем у первого хлеба. По форме своей этот хлеб тоже очень хороший. У него круглые бочка. То есть он поднялся в духовке, он не расплылся, но при этом раскрытие у него небольшое. Надо было больше смахнуть муку, ну да ладно. Оставляю остывать. Позже уже ночью буду допекать третий и завтра утром четвертый. И потом мы будем все разрезать, смотреть и сравнивать. Уже настала ночь. Прошло 6 часов расстойки третьего образца хлеба. 6 часов расстойки в холодильнике при температуре 5 градусов тепла. У меня снова разогревается казан. Сейчас я отправлю выпекаться в казан. Снова на температуру 250 градусов. Делаю надрез. После холодильника надрез всегда гораздо проще делать по холодному тесту. Все, сейчас отправляю на 15 минут под колпак. Потом буду снимать колпак, снижать температуру до 220 и допекать. Третий хлеб у меня испекся, он раскрылся, у него есть гребешок, не очень высокий, но он есть. Из-за того, что у меня была такая импровизированная корзина, немножко неровный край, но неважно. Тоже закругленный красивый край, можно посмотреть вот так. Все, оставляю его остывать, завтра будем резать. У меня наступил новый день. И, наконец, пора испечь четвертую заготовку. Сейчас я расскажу, что я с ней сделала. Я хочу в этом видео показать вам максимально возможную разницу, которая получается при разном времени расстойки заготовок и при разных условиях расстойки заготовок, чтобы это было наглядно.
Я достала ее из холодильника и решила сделать то, о чем меня часто спрашивают. Многие спрашивают, а нужно ли греть заготовку после холодильника? Я всегда говорю, что не нужно, мы сразу сажаем холодную заготовку в горячую духовку. Но сейчас я достала эту буханку и дала ей согреться. Я ее оставила чуть больше, чем на час в тепле. Сейчас попробую сделать. Видите, вмятина есть. Она расправляется, но не до конца. И сейчас посмотрим, что с ней будет, когда я ее вытащу. После того, как я вынула ее, вы видели, какого она была размера у меня в корзине, да? И вы видите, как быстро она расплывается в стороны. 12 часов в холодильнике и час в тепле. В холодильнике у меня плюс 5, но я подозреваю, что температура там выше, потому что холодильник время от времени открывается. И вы видите, как сейчас поплыла заготовка в стороны. Сейчас быстро ставлю под горячий колпак в духовку в казан на 250 градусов на 15 минут. Потом снимаю колпак и допекаю. Вот такой вот у меня получился хлебушек. Вот такой низенький. Я очень старалась этого добиться, чтобы показать вам действительно разницу, и я добилась того результата, на который рассчитывала. Специально сделала вот такую лепешку, чтобы вы поняли, что делать не нужно и не стоит. Здесь он провалился, здесь был большой пузырь. Сейчас он очень горячий, он остынет, и потом мы рассмотрим все 4 хлеба. И я сделаю выводы, хотя я думаю, вы уже все понимаете, но я все-таки подытожу, что же произошло с хлебами, почему этот превратился вот в такую лепешку, а те такие пузатенькие и красивенькие. И еще одну вещь важную я хочу вам показать, это термометр. Я только что вынула его из холодильника, он показывает 7,5 градусов. У меня холодильник сам показывает 5 градусов, то есть это настройка холодильника, а на той полочке, где у меня растаивался хлеб, у меня 7,5 градусов. Это происходит из-за того, что температура в холодильнике все равно неравномерная. Если вы хотите давать долгую расстойку, то выбирайте холодную полку, 7,5 это многовато. Лучше, конечно, если у вас будет 5 или 4 градуса, ну 6, а здесь уже все-таки высоковатая температура, и когда мы даем долгую расстойку, тесто перебраживает. Итак, дорогие мои друзья, подписчики, пекари, гости моего канала, если вы еще не подписались, подписывайтесь. Вот все мои 4 хлеба, которые я испекла для того, чтобы продемонстрировать вам, от чего зависит пышность хлеба. Давайте смотреть по порядку. Хлеб первый, сейчас подвину, чтобы мне не мешало. Хлеб первый, мы уже с вами его разглядывали, у него высокий гребешок, у него хорошее раскрытие, сама по себе буханочка пузатая, с таким круглым бочком, то есть она хорошая, хорошо поднявшаяся и очень красивая. Хлеб второй. Раскрылся меньше, гребешок есть, но маленький, но буханочка тоже хорошая, пузатая, с круглым бочком и довольно-таки пышная. Хлеб третий, раскрылся между первым и вторым, то есть средне, гребешок у него тоже есть, круглые бока и сама по себе буханка тоже пузатая и красивая. И, наконец, хлеб четвертый, он фактически не раскрылся, у него заплыл надрез и он не поднялся. То есть он у меня плоский, вот такой фактически лепешкой получился. Давайте теперь разбираться, что у нас произошло. Первый хлеб у меня бродил при комнатной температуре 24 градуса, 24-25 в течение дня менялась температура 3 часа. И потом находился 1,5 часа на расстойке, тоже при комнатной температуре уже в форме, сформованной. Что в результате мы получили? 3 часа это маловато для брожения теста на закваске при такой температуре. Можно давать больше. В результате у меня получился небольшой недоброд. Небольшой. За счет небольшого недоброда мы получаем вот такой красивый высокий гребень. Ну, при соблюдении всех остальных условий, как делать гребень, я уже рассказывала. Я оставлю ссылку в описании, если кто-то еще не видел, что влияет на раскрытие и на гребешок. Но одна из причин – это легкий недоброд, либо прям вот
Как только тесто выбродило, как только у вас заготовка поднялась, мы сразу печем, и тогда у вас будет высокий гребень. Но можно допустить небольшой недоброд. Это немного отразится на вкусе хлеба, но незначительно. И вы получите вот такую красивую буханку. Хлеб второй. Он у меня бродил дольше и растаивался дольше. То есть он бродил 4,5 часа и растаивался 2 часа. И он как раз вот в том состоянии выброженности пошел у меня в духовку. И вот такой внешний вид говорит о том, что он у меня немного перестоял. Если бы у меня была температура 22-23, то вот то время, которое я ему дала на брожение и расстойку, это самое правильное было бы время. Но поскольку у меня было 24-25, он чуть-чуть немного перестоял, поэтому у него такое небольшое раскрытие. Хлеб номер 3. Он также бродил, как и второй, 4,5 часа в тепле, а потом я убрала его в холодильник уже после формовки. И расстойка проходила 6 часов в холодильнике. В холодильнике, на самом холодильнике, на пульте управления стоит температура 5 градусов, но я вам показала, что внутри температура была 7,5. И вот при температуре 7,5 градусов 6 часов расстойки – это оптимальное время расстойки. Получается, что именно этот хлеб у меня как раз выбродивший, с таким нормальным раскрытием, с нормальным гребешком, с хорошим подъемом, с хорошими боками. Это вот самый правильный выбродивший хлеб получился. И, наконец, четвертый хлеб. Я специально, конечно, его держала дольше, перестаралась даже. Я хотела показать вам, что происходит. В итоге он у меня растаивался 12 часов, даже больше, наверное, 13 часов при температуре 7,5 градусов в холодильнике. После разреза у меня заготовка поплыла, да даже до разреза. Как только я выложила из формы, заготовка поплыла в стороны и начала оседать. После разреза она осела еще сильнее. И когда я поставила ее в духовку, у нее не случился никакой подъем, потому что этот хлеб перекис. И более того, я это уже говорила, я специально вот этот хлеб после того, как вынула из холодильника, не отправила сразу печься, как я обычно делаю, а решила ответить тоже на часто встречающийся вопрос, а не нужно ли согреть заготовку. Вот я согрела заготовку, и вот результат. Греть заготовку не нужно, особенно если расстойка в холодильнике была долгой. Я уверена, что возникнет законный вопрос, как же я говорю, что надо оставлять на расстойку на ночь, надо оставлять на расстойку на 16, на 18 даже часов, на 15 часов в холодильнике. Все зависит от температуры. Я специально поставила этот хлеб и этот тоже на верхнюю полку холодильника, и там 7,5 градусов. Самое холодное место в холодильнике рядом с лотками для овощей. Там температура самая низкая. Вот там у меня порядка 4-5 градусов всегда бывает. И когда я делаю хлеб и хочу добиться красивого его внешнего вида, я всегда ставлю заготовки на нижнюю полку рядом с ящиками для овощей. И там расстойка проходит 12, а то и 15 и более часов. То есть два фактора – время и температура. Всего два фактора этих сказываются очень сильно на качестве хлеба. Я, конечно, сейчас разрежу, я хочу сама посмотреть. Вот он выпечен вчера, корочка у него уже, конечно, отмякла. Это первый образец. По-моему, вообще все отлично. Вообще великолепный, очень красивый пористый мякиш. Мне очень он нравится. Это первый. Второй. Прекрасный, прям кружево-кружево. Можно сравнить с первым. Видите разницу, да? По структуре мякиша этот гораздо более мелкий, этот крупнопористый. Третий хлеб, который у меня растаивался 6 часов в холодильнике. Тоже прекрасный. Вот этот как раз тот хлеб, который я вам говорила, вот он правильно полностью выброженный, и у него, видите, какой однородный, красивый, структурный мякиш. Ну и, наконец, тот, над кем я больше всех издевалась. Вот такой.
Этот хлеб прекрасный на вкус, он прекрасно пахнет. То есть вот этот его внешний вид на вкусе, он не сказывается, он выбраженный сильно, он очень ароматный. Вкусный хлеб, он прям сладким пахнет. Это как раз признак того, что он выбродил. И вот, кстати, если сравнивать по аромату вот этот и вот этот хлеб, вот этот гораздо более ароматный. То есть либо мы гонимся за красотой и допускаем недоброт, либо мы хотим, чтобы хлеб был очень вкусный, и тогда нам нужно ловить момент, когда он на пике выбраженности, когда он на пике подъема своего, на пике расстойки, и тогда отправляем его в духовку. Эксперимент мой удался. То, что я хотела вам показать, я показала. Надеюсь, это видео было полезным. Если оно полезное, обязательно ставьте лайки, потому что чем больше вы ставите лайков и пишете комментариев, тем больше людей смогут увидеть это видео впоследствии, тем больше людей узнают, в чем секрет высокого, красивого хлеба. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, потому что я буду и дальше стараться делать полезные видео для вас. Будем печь, я реагирую на вопросы, стараюсь на них отвечать, реагировать на проблемы, которые вы озвучиваете, и помогать вам в их решении. Будем печь, испечем еще много всего интересного. Жду большого количества друзей на своем канале. Пусть нас становится больше умелых, умных и знающих хлебопеков. Всем удачи!